Сегодня настал черед очень особенного эпизода. О чем-то, что является ключевым в нашей истории. Сегодня настал черед эксперимента «Филадельфия», который перемещает целый корабль во времени и пространстве. Является ли он только легендой и становится таковой? Потому что правительство скрывает его от нас. Каковы последствия и какова другая точка зрения, мы узнаем в новом эпизоде «Скрестит и реальность». Эксперимент «Филадельфия», или официально известный как проект Радуга, это сверхсекретная попытка военных сделать боевой корабль невидимым. Только невидим для радаров, что вполне достижимо. Год был 1943, точно в разгар Второй мировой войны. Теперь эксперимент, о котором, предполагаю, вы слышали хотя бы что-то, включает боевой корабль Элдридж. Согласно Бобу Фризелу, технология, которую военные получили для эксперимента, исходит от серых инопланетян. И идея заключается в том, что с ее помощью США хотели выиграть войну. Проект Дуга является предшественником современной стелс-технологии. Как план был создать электромагнитную оболочку, которая на практике отклоняет радарные волны от корабля. Хотя целью корабля Элдридж было исчезновение только с радиолокации, то, что происходит, оказывается неожиданным и пугающим для всех. Шок в том, что корабль становится невидимым для всех и временно исчезает из пространственно-временного континуума. Его разрабатывают Никола Тесла и Эйнштейн, и вначале руководителем является сам Тесла. Он настаивает на проведении эксперимента без экипажа, но его предложение не принимается, и он прекращает свое участие, после чего на его место приходит доктор Джон Фон. То, что делает назначенная команда, это включает поля, которые вращаются в противоположные стороны, вместе с еще несколькими шагами, включая скорость света, чтобы перейти из одного измерения в другое. То, что видно, это красная мгла вокруг путешествующего, и цвета постоянно меняются от красного к оранжевому, желтому, зеленому, синему, и поэтому это называется проект Радуга. Но когда цвета начинают переливаться друг в друга, исследователи планируют и пытаются его отключить, но лишь ухудшают ситуацию, и корабль разбивается межизмерно или исчезает на время из нашего времени. Элдридж исчезает из Филадельфийского флота на около 4 часа. Также корабль появляется на короткие моменты из-за пространства-времени, и когда он вернулся, через него можно было видеть, он был прозрачным на некоторое время. Когда он полностью возвращается, результат пугающий. Люди покинули эту конкретную реальность, больше никогда не были такими же. При их возвращении в порт некоторые застряли в перегородках самого корабля, некоторые горели, некоторые материализовывались и дематериализовывались, а другие вообще не возвращались. У тех, кто выжил, была ментальная дезориентация и полный хаос. Интересно, что ничего из этого не произошло целенаправленно, поскольку тогда понятие телепортации не было известно нашим ученым. Впоследствии экипаж был освобожден как психически непригодный, после того, как люди провели значительное время в реабилитации. Диагноз «психически непригодный» оказался очень удобным, чтобы скрыть их истории. Это, конечно, привело к приостановке проекта Радуга. И хотя был сделан большой прорыв, не было никакой гарантии, что люди смогут выжить в последующих экспериментах. Интересно, что происходит с двумя Мадучи, которые начинают убегать в самом начале эксперимента. Они прыгают с корабля и начинают плыть, но когда достигают берега, оказываются не в порту Филадельфии, а на Лонг-Айленде. Нью-Йорк 40 лет спустя, в 1983 году. Их имена Дункан и Эдвард Кэмерон. Причина в том, что в то же время проводится эксперимент «Проект Монтаж», и оба эпизода связаны. О нем я расскажу вам совсем скоро в нескольких эпизодах. По словам Алби и Лека, на планете Земля есть 4 биополя, и все 4 собираются вместе каждые 20 лет 12 августа. Именно в эти моменты создается достаточно сильная энергия, с которой создается гиперпространственное поле, которое заставляет корабль Элдридж скользить, если так можно назвать это пространство, в 1943 году. Доктор Джон фон Нейман, который руководил экспериментом, был призван работать над проектом «Манхэттен». Он был связан с атомной бомбой, которая стала оружием, прекратившим Вторую мировую войну. Хотя это не является общеизвестным, обширное исследование, которое он начал с проекта «Дуга», было возобновлено в конце 1940-х годов, именно с проектом «Монтол», с дырой, открытой во временно-пространственном континууме. Довольно интересно. Хотя военно-морские силы США заявили, что такого эксперимента не было, многие исследователи придерживаются другого мнения. И, конечно, у них есть причины.
найдены документы 1943 и 1944 годов, которые подтверждают, что Эйнштейн служил в морском министерстве в Вашингтоне. Начинают появляться свидетели, которые рассказывают, как лично видели исчезновение Элдриджа, причем даже найдена газетная вырезка, в которой говорилось о солдатах, которые сошли с корабля и растаяли на глазах у очевидцев. Один из самых блестящих исследователей паранормальных явлений Жак Баль говорит следующее. Эксперимент Филадельфия – это пример истории, которая просто отказывается умирать. В ней присутствует какая-то загадочная аура, которая постоянно эксплуатируется. До сих пор с тем, что вы, возможно, видели и слышали о филадельфийском эксперименте, теперь мы вернемся немного назад, чтобы увидеть, как все начиналось. В 1912 году математик по имени Давид Хильберт разработал несколько различных методов новой математики. Один из них известен как Хильберт. Таким образом, он развивает уравнения для множества реальностей и пространств. Он встречался с доктором фон Нойманом в 1926 году и делится с ним этой информацией. Фон Нойман берет многие из систем, которые изучает у Хильберта, и начинает работать с ними. По словам Эйнштейна, фон Нейман был одним из самых удивительных математиков. Он обладал необычной способностью брать абстрактные теоретические концепции из математики и применять их к физическим ситуациям. Появляется и доктор Левинсон, который разрабатывает временные уравнения Левинсона. Он публикует 3 книги, которые сейчас очень редки, и их почти невозможно быть обнаружены. Серьезное исследование по вопросу невидимости началось в начале 30-х годов в университете Чикаго. Доктор Джон Хатчинсон, старший в то время, был деканом и был осведомлен о проекте Монталк, работе доктора Куртенхауэра, тогда австрийского физика в университете. Впоследствии к ним присоединился и Никола Тесла. Вместе они изучали природу относительности и невидимости. В 1933 году в Принстоне был сформирован Институт перспективных исследований вместе с Альбертом Эйнштейном и Джоном фон Нейманом. В 1936 году, как я упоминал ранее, проект развивался еще больше, и Тесла был назначен директором операции. С Теслой на борту была достигнута частичная невидимость до конца года. Исследования продолжались до 1940 года, когда было проведено полное испытание в Бруклинской верфи. Тест был небольшим, и на борту никого не было, так что на этом этапе было безопасно. Используемое судно снабжалось энергией от других кораблей, через генераторы. На этом этапе подключился другой ученый Таунсенд Браун, который известен своими практическими способностями применять теоретическую физику. К 1941 году Тесла уже имел полное доверие руководства, и они предоставили ему корабль. Известные трансформаторы Теслы также были использованы на корабле. Пока проект развивался, изобретатель был очень осторожен, потому что знал, что будут проблемы с персоналом. Возможно, он понимал это благодаря своей способности полностью визуализировать свои изобретения в уме и быть всегда на несколько шагов впереди всех остальных. В любом случае, Тесла знал, что психическое состояние и тела экипажа будут серьезно затронуты и даже травмированы. Ему нужно было больше времени, чтобы усовершенствовать эксперимент и попытаться сделать его безопасным для участка. Однако фон Нейман оказал большое сопротивление этому, и оба так и не пришли к соглашению. Фон Нейман был выдающимся ученым, но не придавал значения метафизике. А для Теслы это было обычным делом, и он создавал успешные изобретения, основываясь на своей уникальной дальновидности. И интересно, что часть мотивов Теслы отказаться были бы или еще во время его экспериментов в Колорадо-Спрингс около 1900 года. Тогда он говорит, что разум с другой планеты связался с ним посредством постоянных сигналов во время приближения Марса. Это произошло также и в 1926 году, когда в Лоудорфе, Астории и Ньюрийской его лаборатории были возведены радиоустановки, окуляры. Он утверждал, что получил информацию, что в эксперименте будут потери людей, если ничего не изменить. Поэтому, конечно, ему нужно было время, чтобы изобрести новое оборудование. Однако просьбы Теслы о большем времени не были учтены. Правительству предстояло выиграть войну, и дополнительная отсрочка не входила в их планы. Никола Тесла тайно саботировал операцию в марте 1942 года. Неизвестно, был ли он уволен или ушел сам. Мы не можем продолжать, не упомянув еще кое-что о корабле Элдридж. После окончания эксперимента корабль вошел в состав греческого флота под именем Леон. Интересно, что обнаруживает греческий журналист Пантулос.
который едет расследовать этот случай и выяснить, действительно ли проводился такой эксперимент. Осматривает весь корабль, включая корабельный журнал. Ему удается взять интервью даже у 2 офицеров, которые служили на Леоне. Один из них служил капитаном на Леоне, и когда понял, что весь греческий флот, кроме него, не знает, что Леон — это знаменитый эсминец Элдридж из филадельфийского эксперимента, заметил 2 странности. Одна из них он рассказывает следующее. Страницы корабельного журнала, соответствующие времени проведения эксперимента, отсутствуют, они вырваны. Я спрашивал еще 3 капитанов, служивших на Леоне ранее, и все они отвечали, что страницы отсутствовали в журнале еще когда корабль перешел к греческому флоту. Другая странность заключалась в рассказах членов экипажа, которые утверждали, что на корабле происходили странные вещи, и даже видели призраков или фантомов, и даже что несколько раз их вещи внезапно исчезали и находили их потом в другом месте. Некоторые утверждают, что видели зеленоватый свет, который окружал корабль ночью. Если показания этого капитана кажутся вам странными, то не менее странно и то, что говорит главный инженер. Первое, что меня удивило, вспоминает моряк, это необычное количество кабелей, протянутых по всему кораблю, словно остатки сложной системы электрического оборудования, использованного здесь. Этот морской инженер добавил, что иногда замечает странную вибрацию по всему корпусу, когда работают машины, словно корабль на ремонте. Я был вместе с одним из офицеров и подумал, что начинается землетрясение. Но потом понял, что в этот день в районе, где мы находились, не была отмечена никакая сейсмическая активность. Чем можно объяснить все это? Просто самовнушение или эхо странных явлений, которые каким-то образом записались в структуре корабля? Кажется, что реальность находится где-то между официальной версией военных и неофициальной версией людей, которые утверждают, что были свидетелями. Что вы думаете? Напишите мне в комментариях ниже, какое у вас мнение о филадельфийском эксперименте. Часть этой информации, которую я представил вам сегодня, из книги «Проект Монток. Эксперименты во времени Престона Николса и Питера Монтока». Книга представляет то, что пережил Престон Николс, и каждый сам может решить, чему верить, а чему нет. Однако то, что точно стоит услышать, эту точку зрения. Эта тема продолжает быть актуальной. Даже New York Times разместила небольшую статью о том, что командование военно-морских исследований никогда не прекращало тайный проект Дага, а самые новые эксперименты полностью направлены в новое русло. Обратите внимание на электронное облучение мозга и запрограммированные эффекты на наше сознание.